Я не умру в туалете. Тут уже танк-пушка. Вот это я понимаю мощь. Танк-пушка. Ё-моё! Но это уже нас вот того Титана, одного из Титанов спасать. В одном из таких лифтов находился скибидист, который вследствие... Всем привет, с вами Блейнар, это реакция на скибиди туалеты снова! Ну а чё вы хотели? Вы только их и смотрите, ну что за беспредел? Вот если вы начнете все смотреть остальное, я тоже буду снимать остальное. Потому что он «Радужные друзья» снимал, просмотров мало. Как так-то, ну? А скибиди туалеты много. Непорядок? Непорядок. Я сейчас пересмотрю заново с 33 серии по новую 37-ю, потому что мне в комментариях закидали, что вот ты посмотрел сезон, там много чего вырезано, давайте посмотрим еще раз. И еще посмотрим новый разбор от Фордл. Фордл канал вроде называется. Там тоже какой-то новый разбор вышел. Посмотрим там. И сразу анонсирую, что завтра, скорее всего, выйдет еще один интересный ролик по еще одним интересным странным трендам. Правда, пока вроде как их никто не заметил из русскоязычных, но я заметил. И также хочу сказать, вы ждете, наверное, реакции летсплейщиков. Ну, не все ждут, потому что давно не было, но многие, наверное, ждут все-таки еще, как я сказал странно. Но, собственно, я готовлю что-то необычное, необычный монтаж. И у нас в Телеграме уже есть пример того, что я сейчас делаю, и как все будет выглядеть. Да, поэтому... Зайдите в Телеграм, посмотрите. Вы удивитесь, там интересненько. А теперь погнали смотреть. Не бойтесь тьмы, друзья мои. И пусть начнется праздник. Это я видел. Бомбят. YouTube сейчас будет. Осуждаем! Вот этого я не видел, да? Чела. Он такой, смесь реально человека, камеры с туалетом, скибиди. Но как это получилось? Их будто слили прям, этот, как его, атомы их слили в одно. Потому что, а как по-другому? Так, окей. Я смотрю прям в шортсах, потому что так удобней. Это мы помним. Тоже сейчас спасут. Угу. Хрясь. Хрясь. Вытащили, давай. А, это мы помним. Это мы видели. Угу. Лайк! Лайк, лайк, лайк! Не поставил? Поставь быстро! Быстро поставь лайк! И напиши комментарий обязательно, да, лучше в комментарии попадают новые видосы. А учитывая, что завтра выйдет видос, то написать-то быстро надо, быстро писать интересное что-то по теме видоса. И да, если что, я просто, многие не знают, наверное, я просьбы не добавляю, потому что есть некоторые пишут, что-то, а добавь этот в комментарий в видос. Я не добавляю, если там есть просьба. Я просто интересный комментарий вижу, мне понравилось, добавил. И да, лайки. Лайки ставьте, это очень надо, прям безумно надо. Давайте, поднажмите, ну, просмотров больше, чем лайков, непорядок. Так, эту серию мы тоже видели. Что-то будет новое здесь? По факту я, получается, пропустил только один фрагмент. Окей. Думаю, мы знаем, что не сработает, ну... Бух! Лайк, говорит, и даже тогда он поставил лайк. Так-то ты смотришь в шортсах, можно залипнуть. Ты так смотришь, оно по кругу пошло, и ты такой залип. И сейчас будет новая серия, которую я еще не видел. Там 2 серии. Давайте, погнали. Кстати, я видел опять-таки на этом же канале, вот, собственно, канал. Вы видите, да. А там... Кстати, вот это нет, это нам не надо смотреть. Еще, кстати, реклама игры, да. Они же свою игру создали, ну, создают. Выйдет на вроде как 18 июня, но это не точно. По крайней мере, в App Store так написано. В Google написано скоро, но в Google почему-то никогда не пишут дату. И скоро это может быть в любое время. Мы, может быть, ее посмотрим, я думаю, да? Я так, сейчас посмотрим трейлер ее, это трейлер, собственно говоря, который тоже, кстати, блин, лайк забыл поставить, поставлю лайк обязательно. И ты уже поставь. Что-то я хотел сказать, неважно, полетели.
Такой, он наяривает. Блин, я так понял по скринам, и вот сейчас то, что я вижу, это будет типа Survival, Vampire Survivors, или как там игра называлась. Типа ты за персонажа, вокруг тебя монстры нападают, ну в данном случае туалет скибиди, ты от них отстреливаешься, прокачиваешься. Но, блин, у меня есть претензия к графике. То есть весь прикол в том, что это на Гаррис моде сделано. Именно в этом весь прикол кринжа и крутости. Там какая-то графика совсем левая, и это уже не есть хорошо. Почему бы не сделать похожую графику, как вот в анимациях? Да, вот она выйдет в июне. Не, прикольно, но... графика. Вот у меня... Ладно, там нельзя... У меня есть претензии только к графике. О, кстати, погодьте. Опа. Это уже покруче. Камермен такой. С двумя стволами, уничтожителями этих скибиди-захватчиков. Так. Оба! Оно по зоне уже работает. Что такое? А что у нас, кстати, я не могу понять. Ну, оно там, походу, такие с электроникой какой-то, да? Оно зажигает именно электронику, потому что на этих не работает, но оно не убивает их. По логике, если оно именно убивает скибиди вот маленьких туалетиков, оно, ну, должно, ну, захватчиков этих, то оно же убивать всех. Если дело не в электронике. Ну, скорее всего, в электронике. Но, правда, почему оно не сжигает самих камерменов и колонкаменов? Вопрос. Чел назад. Ай, я наушник паузу поставил. А вот тут уже танк-пушка. Вот это я понимаю мощь. Танк-пушка. Ё-моё! Но это уже нас вот того титана, одного из титанов спасать. Так и будет, да? Нет, это просто крупные. По мордасу его. Блин, ну прикольно, это однозначно прикольно. Мне наушники просто норовится выпасть. И там кнопка паузы. Блин, прикольно, однозначно. Слушай, ну теперь тащат камерамены опять. Они перехватили инициативу на себя. Но они все еще не спасли Титана, да? Они спасают крупных камераменов там, но не спасают Титана пока. Интересно, хватит ли мощности вот этой пушки на Титана? Вопрос хороший. Напишите свое мнение в комментариях. Как вы думаете, хватит? По идее, нет. Титан, по-моему, еще больше. Но они уже, по-моему, близки к тому, чтобы спасти Титана. Вот чуть-чуть еще увеличить эту пушку. Да? Я бы сказал, надо, наверное, дать пушку эту тому Титану другому. Это Титан-колонка, мен, да? А есть Титан-камермен. Вот если один захвачен. Если камермену, который не захвачен, дать нормальную пушку покрупнее, то Титан-мен, этот самый Титан-мен, Титан-камера... Я запутался. Титан-колонка-мен будет спасен. Это я не уверен, что хватит. Хотя... Узнаем в новых сериях. А теперь погнали смотреть разбор у Фордала. Фордал. Ну, короче, у Фордал. Собственно, а это разбор, да? Тут что-то по-другому. Он передумал, что скрывают они? Теории скибиди туалетов. И тут уже что-то по главам. Слушай, ну мне уже даже любопытно. Я думал, это будет продолжение. Кто не видел предыдущие разборы, когда на реакцию на разборы, на серии, все остальное, все по скибиди, вы можете на канале найти. Пока не смотреть. Глава первая формы. Что? Что будет здесь сказано? Что нам известно о скибидистах? Это не гуманоидные существа разных форм и размеров, в чем-то напоминающие улиток, так как имеют раковину в виде обычного туалета и основное тело в виде головы. Внутреннее их строение неизвестно. Также неизвестен способ их передвижения. Если скибидисты-пауки и скибидисты-паразиты очевидно используют лапы, а камикадзе-скибидист использовал ракетные двигатели, то остальные скибидисты как-то левитируют над землей. Как было показано в сериале, они имеют слабость. Если потянуть за рычаг слива, то их смоет, и от тела останется только туалет. Также скибидисты имеют способность...
куда их, кстати, смоет-то? Вот самый главный вопрос, который не задавался ни разу. А куда их смывает-то? Они же никакой канализации не подключены. Они просто, у них там даже нет дырки внизу, я так понимаю. Куда их смывает-то? Вот в чем вопрос. Самый главный вопрос, на который никто не задает. Вот никто этот вопрос не задает. А куда их смывает? Заражать обычных людей, которые сидят на унитазе. Причем скорость заражения практически моментальная. Это хорошо показано в 4 серии 1 сезона, когда скибидист заходит в ресторан, а люди, которые сидят в нем, моментально становятся скибидистами. Как я говорил в предыдущих видео, возможно, эти люди приняли свою судьбу и не оказывают сопротивления. То есть они стремились стать скибидистами, и именно поэтому они очень быстро трансформировались. Но пока это не важно. Хоть многие и однозначно говорят, что скибидисты едят людей, доподлинно это неизвестно. Для чего? Так Подожди. Для чего это там написано это было? неизвестно, так как Да и подожди. однозначно говорят, что скибидисты едят людей. Для пропитания. Доподлинно это неизвестно, так как напрямую нам это ни разу не показывали, только на примере агентов. И очевидно возникает вопрос, чем же они питались, когда все люди исчезли. Также скибидисты имеют некое подобие человеческого общества, со свойственными ему чертами, такими как и иерархия, в виде их очевидного лидера, скибиди-джемена, и подобие религии, основанной на первом скибидисте. Еще скибидисты ведут противостояние отличным от камераменов способом, в то время как агенты полагаются на оружие, такие как лазерные установки или новая антипаразитическая пушка. Скибидисты занимаются улучшением своего тела или созданием новых гибридов. На данный момент это все, что известно о скибиди-туалетах. А далее бы я хотел рассказать о своей теории, которая, как мне кажется, является очень интересной и может многое объяснить. Ну, мы слушаем. Бабах. За весь сериал нам ни разу не показывали биологическую смерть чистокровного, то есть не гибридного скибидиста, а единственному, кому удавалось убить скибидиста без смыва, это был камерамен Титан. Помните, как однажды агенты выждали момент, когда много скибидистов соберутся в одном месте и выстрелили в них из мощного орбитального лазера? Было дело. Вот как я прокомментировал происходящее в прошлый раз. Это не принесло никаких результатов. Скорее всего, именно Джемен смог всех защитить. Тогда я сказал, что это скибидист Джемен спас остальных скибидистов, но на самом деле на это ничего не указывает. Я думаю, если Дафак и имел в виду именно это, он бы показал нам какой-нибудь защитный купол или отражение выстрела. А вместо этого мы видим взрыв и целых и невредимых скибидистов. Также есть момент в промо-ролике мобильной игры, где агенты достают оружие, чтобы отбиться от заметивших их скибидистов. Но скибидисты не получают от выстрелов никаких повреждений и даже не замедляются. Нам известно, что скибидисты-ученые могут всячески модифицировать Скорее всего, это просто недоработка трейлера. и изменять скибидистов. Да, это мы тоже помним. Да-да. Тогда почему они не изменили свою главную слабость, а именно рычаг смыва? Такое ощущение, что их цель не выжить или выиграть, а целью является вечное противостояние. С этими данными мы можем сказать, что скибидисты являются крайне агрессивными существами, с превосходящим человечество познаниями военной инженерии. Страх. В одном из своих роликов я упоминал возможный способ появления скибидистов. Тогда я заострил свое внимание. Блин, я как-то наткнулся в шортсах на прикол, как появились туалеты. Там что-то чувак в туалете был, и он стоит. Я найду, скорее всего, не найду этот видос. Но он стоит, короче, его засасывает. Он такой стоит в кабинке, выглядывает. Я не умру в туалете! И его смыло. А потом уже приходит второй чувак, заходит, ну, который смотрит со стороны это все. И его жирает уже превратившийся чувак. Его смыло в сам унитаз. Но это... Я не умру в туалете! Именно на этом видео, так как оно довольно сильно выбивалось из общей колеи контента Дафака. В этом видео показано, как человек стоит в лифте,
который окружен абсолютной пустотой. И там же летают другие лифты с разными существами в них. В одном из таких лифтов находился скибидист, который вследствие напал на человека. Я обратил внимание на это видео, так как это первый случай, когда Дафак изменил кусок другого видео, а именно Stuck in a Peacemaker. Вкратце, сюжет этого видео повествует о мужчине, который застрял в длинном кошмаре, в то время как он хочет сходить в туалет. Вот та сцена, которая выглядит иначе. Yeah, fuck it. Gonna PC just right there. Come on, faster, please. В конце на него напал не скибидист, а существо из его кошмара. Именно тогда у меня и появилась мысль, а что если скибиди-туалеты — это страхи людей, имеющие материальную оболочку, некие сущности, которые одновременно понятны и непонятны людям, преследующие непостижимые цели, которые общаются неизвестным образом, всегда враждебные и всегда находящие свою жертву, которые вдобавок ко всему изменчивы и практически бессмертные. Рой, который уничтожит человечество. Не просто так Дафак назвал видео с появлением скибидиста в лифте Every Nightmare, то есть каждый кошмар. В этом и заключается моя теория. Скибидисты, хоть и материальные, но являются по своей сути фобией человечества, главным страхом, что появится. Блин, по идее это все-таки просто тренды, ну то есть описание трендов текущих и как они скатываются в никуда. Неизвестная Все-таки. раса, который... Вот это все, вокруг этого всего растет уже все больше и больше фантома всякого, и теорий, и заговоров, интересного всего, но по факту все, скорее всего, проще. Уничтожит и будет жить на их месте, и которую невозможно победить, как бы ты ни старался. И даже если появится надежда на победу, они изменятся в более ужасную форму и продолжат побеждать. Если вам понравилось видео, то... Да, поставьте лайк. Кстати, ссылки на все оригинальное, на канал основателя, это то, что мы смотрели, ну, этот серии, там есть тоже внизу. Ссылочка на вот этого чела тоже есть внизу. Блин, ну, скибиди катится и катится куда-то, интересно. Куда? Посмотрим, чем это все будет дальше продолжаться, потому что конца этому не видно пока. Ну, конец должен быть, по идее. Будет он логичным или нет, или обрывистым. А может, автор реально будет постоянно что-то пилить. Ну, в принципе, видосы, там маленькие анимации, возможно, ему фантазии хватит надолго. Если взять те же аниме на 1000 серий, на 2000 серий, то если представить, что каждая серия там по 20 минут, если это разделить на минутку, то вы можете умножить и подумать, сколько можно было серий напилить бы за минутку. Короче, жесть. Не знаю, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, жмякайте колокольчик, товарищи. Вступайте в Телеграм, вступайте, потому что там много чего интересного. Там и спойлер того, что будет в будущем интересного. И все. Всем спасибо. Всем пока. Пока-пока.